Болото в Ельне, которым более 9000 лет. В этом видео я расскажу, как попасть на болото, почему нельзя уходить с тропы без проводника, почему в озерах вода черного цвета и можно ли пить воду из озер и болот. А знаете ли вы, что если болото горит, его почти невозможно потушить, и чем опасны выгоревшие болота? Есть ли здесь блуждающие огоньки и много другой интересной и необычной информации? Итак, не будем затягивать, мы начинаем. В это удивительное место, пожалуй, единственное такое в нашей стране, куда официально водят туристов, я хотела попасть очень давно. Но уж очень далеко от Гродно, более 400 километров, и как-то откладывалось до лучших времен, так сказать. Но тут друзья предложили поехать и показать мне эти места. Прямо подарок на день рождения и на юбилей мне сделали. И сегодня мы отправляемся с вами в очень загадочное и удивительно красивое место – болото заказника Ельни в Витебской области. Я покажу вам эти необыкновенные закаты и рассветы почти в дикой природе, а также много других интересных и удивительных фактов. Как я уже рассказала, я поехала с друзьями, и раз уж они подарили мне эту поездку, немного их прорекламирую. Надеюсь, вы не сильно против. Я прекрасно понимаю, что мой канал интересен тем, кто любит путешествовать, узнавать что-то новое по истории и разным местам Беларуси. Но ведь помимо экрана и картинки в нем, есть еще и наша с вами жизнь с заботами, проблемами, и вы все абсолютно разные, из разных сфер деятельности. Просто нас объединяет любовь к приключениям и путешествиям. Но, возможно, то, чем занимаются эти ребята, кому-то пригодится, и информация окажется полезной. К тому же это мои хорошие знакомые, и за их порядочность и профессионализм я могу ручаться. Ребята владеют консалтинговой фирмой «Просто». Она так и называется «Просто». Все просто в этой жизни. Занимаются бухучетом, кадровым учетом, правовым сопровождением, подбором и обучением сотрудников, охраной труда, пожарной безопасностью. Иными словами, если у вас есть бизнес или вы собираетесь его открыть, ресторан, отель, магазин, мало ли сфер деятельности, даже все и не перечислишь, то вы можете к ним обратиться, и они наладят учет, поставят документооборот, соберут необходимые документы и могут сопровождать вашу деятельность на всех этапах. Представительство есть во многих городах Беларуси, в том числе и в Гродно, а основной офис в Минске. Так что фирма серьезная, с опытом работы более 15 лет на рынке, и я лично рекомендую. Надеюсь, своим рассказом я не очень утомила тех, кому эта информация была не важна, но, возможно, кому-то как раз будет то, что надо, ведь все мы разные. До Ельни в Меорском районе Витебской области можно добраться и побродить по этим местам двумя способами. Можно поехать на автобусе с туристической фирмой, их вы легко можете найти в интернете. Предлагают поездки, формируют группы и обеспечивают безопасность и незабываемые впечатления. А возможен и второй вариант – самостоятельно на автомобилях, что мы и сделали. Заказали агроусадьбу с ночлегом, баней и услугами гида-проводника, который нас в эти самые болота и завел. Ведь самостоятельное путешествие по болотам может быть очень опасно. Усадьбу нашли в интернете, искали подходящую на всю нашу компанию из 6 человек, но так, чтобы с экскурсиями и комфортом. Все-таки мы люди городские, к дикой природе не приспособлены. Так что видео покажу все без прикрас, как мы тут на болотах выживали. Когда мы приехали, начался сильный дождь, но мы решили, что нам все нипочем. Сапогами и с дождевиками нас снабдили в агроусадьбе, дали палки в руки, и мы, почти пританцовывая, отправились навстречу приключениям. Здесь еще счастливые, не знаю, что же нас ждет впереди. Провожая нас, директор компании «Просто» Александр Малашко оптимистично помахал нам рукой, а все контакты фирмы я укажу под видео. И надеюсь, кому-то это очень пригодится. Витебская область – это край озер, старых храмов и красивых легенд, которые передаются из поколения в поколение. Кто-то мечтает о красоте норвежских фьордов или белоснежных пляжах Мальдивских островов, а кто-то поражается тихому очарованию цветущих болот Беларуси. И это неудивительно, если знать, насколько фантастическими могут быть эти места. Только вдумайтесь, болото Ельня – это 118 озер и 25 тысяч гектар
нетронутой первозданной природы. Это бесконечный простор, расстилающийся до самого горизонта, и 9000 лет истории, наполненных трелями перелетных гагар, белохвостых орланов и черных аистов. В этих местах обитает 130 видов птиц, включая 6000 серых журавлей, которые кормятся здесь каждую осень, а количество ярких ягод и цветущих мхов и вовсе не поддается описанию. Болото Ельни– это особенный край, созданный для того, чтобы о нем сочиняли легенды и сказки. Это реликтовое чудо Витебщины, крупнейшее верховое в Беларуси и одно из самых больших в Европе. Его возраст, как я уже говорила, около 9000 лет, хотя сейчас ученые говорят, что около 13 тысяч. Вот представьте, когда болото зарождалось, человечество только-только переходило к оседлому образу жизни, строя первые поселения. Туристические автобусы подвозят вас к самому началу экологической тропы из деревянного настила. Здесь их множество разной протяженности и уровня сложности, если можно так сказать, с лавочками посередине маршрута. Мы же выбрали пеший сложный маршрут и по трекеру прошли расстояние более 10 километров за 4 часа. Путь к тропе пролегал через леса и чащи, и вот в лесах как раз живет множество комаров. Поэтому, если вы выберетесь сюда, запаситесь репеллентами. А вот на самих болотах комары не живут совсем, так как из-за мха сфагнума личинки комара не выживают в этой воде, и комаров нет. Впереди вышка, построенная для орнитологов и туристов, и в начале маршрута есть наглядный стенд со следами диких животных, которые живут в лесу. На болото дикие животные не ходят, потому как понимают, в отличие почему-то от людей, что это очень опасно. По болотам нельзя ходить без проводника. Самостоятельно можно передвигаться только по тропам из деревянного настила. И вот заходить за этот настил опасно, потому что вас может засосать трясина. А если на болоте был пожар, например, то вы можете упасть в выгоревшую полость, и вас уже не найдут. Если болота горят, их невозможно потушить. Надежда только на сильный дождь, который равномерно зальет мох и напитает торф под мохом водой. Проводник рассказывал, что если полость торфа выгорит, а сверху лежит мох, то можно провалиться в эту полость, и тогда уже все. Поэтому очень важно брать проводника и не отклоняться от маршрута. Именно по осени, когда особенно журавлей приезжают. Журавли используют болото как аэродром. Вот. И получается, что они на ночь слетают все на болото, потому что хищник не заходит сюда, вот. На болото не идет хищник, вот они. А когда начинает светлеть... После небольшого инструктажа от гида, как вести себя на болотах, куда можно ступать, а куда категорически нельзя, мы выдвинулись сначала по деревянному настилу экологической тропы. Так и хочется озвучить этот кадр. 6 отважных отправились покорять топи и верховые болота. Шоу «Последний герой на болотах Ельни» начинается. Но это мы вначале так шутим. Подождите, все будет как в настоящем телепроекте. Все прекрасно. Прекрасно? Да. Ну, спускайтесь. Вы вам про растения хотя бы немножко. Помогу нам Они заболели голова. Вот так потрите и понюхайте. Это масла какие эфирные. Нет, подождите. Ой, да, пахнет. Это как называется? Багульник? багульник. В народе называли клофон. Я понимаю, что раньше. когда он цветет, Потому тогда что еще голова. могли... Ну, Интересно, комары не будут кусать, да? он даже, вон, видите, белые цветочки, вот дальше он цветет, видите? Что это? Ну, багульник цветет. Ну, мы пойдем Беленькие дальше. вот Да, вон большие, которые такие беленькие. Это он. Да, да. Ну, Ясно. Когда мы двинулись по тропе, дождь удивительным образом закончился. Наверное, пожалел нас. Но, в общем-то, когда мы уже после оценивали, как все прошло, то поняли, что именно такая погода, сразу после дождя и без солнца, самая комфортная для того, чтобы ходить по болотам, потому что солнце поднимало бы испарение от болот, и было бы жарко и некомфортно. Душно, я думаю, все-таки бы не было, ведь болота за счет мха сфагнума вырабатывают в 15 раз больше кислорода, чем аналогичный по площади участок соснового леса. Не зря же болото в Ельне называют легкими Беларуси. Воздух здесь удивительно чистый, от него даже немного кружится голова.
Руси тоже, как называют? Веросы. Вересень, это от вереска. Потому что в сентябре цветет вереск. И вот вересень. Это вот в этом году, тоже это Академия наук, и где-то выбирается растение года в Беларуси. В прошлом году был василек, а в этом году... А вот выбрали здесь вереск. настил заканчивается, и начинаются настоящие болота и топи. Знали бы вы, как некоторые из нас были счастливы увидеть этот настил на обратном пути. Но обо всем по порядку. Посреди тропы можно провалиться, стараться лучше ступать где-нибудь больше. Где кочка, где дерево растет, где какой-то кустик. Так, Нога увязла, докуда? нога увязла. Не тянем просто, а вот берем просто раз и достаем ногу вот так. Голенище, чтобы сапог не слетел. Товарищ увязла, подход к товарищу. Вира туда. И остались такие вот, видите, как обгорели. Если они толстые, видите, они толстые, это ничего страшного. А бывают такие, они как гвоздики торчат под земли. Можно или сапог порвать, зацепиться, упасть, или за что-то зацепиться и на него упасть. Вот если идете просто, ну, что-то видит, ну, показываем случай. Вот аккуратнее там я тут зацепился или увидел. Вот. Ну, и тоже... Итак, нога в ногу не 4 надо часа ступать стресса, тоже. девочки. Ну, уже меньше. Свет, не надо становиться лучше. Рядом, чтобы если моя уже... Здесь мы еще смеемся и шутим. Идти достаточно легко, и цель нашего маршрута – озеро в глубине болот. И по мере приближения к озерам идти будет гораздо сложнее. По пути следования проводник рассказывал об экологической системе болота, о флоре, фауне, об удивительных и необъяснимых случаях на болотах. Кстати, это не грязь, это мох сфагнум. Он такого коричневого цвета из-за воды черной, из-за торфа. И, в общем-то, здесь не грязно, а очень чисто. Я даже дальше буду показывать, что я сняла сапоги, когда ходила по верховым болотам. И носки у меня достаточно чистые, белоснежного цвета. То есть здесь не грязно, и здесь нет комаров, нет никаких мошек. Дышать достаточно легко и очень комфортно. Так вот, про блуждающие огоньки. Это редкие природные явления, наблюдаемые по ночам на болотах, полях и часто говорят, рассказывают, что на кладбищах. Сам он этого не видел, потому что в темное время суток на болото не ходит, поэтому жив-здоров до сих пор. Ну а если серьезно, то непредсказуемые и таинственные появления огоньков с давних пор вызывают суеверие и затрудняют их научные исследования. Болотные огни еще в древние времена запугивали путников. Наблюдаются они и в наше время, и существует поверье, что одни огни по неизвестной причине настроены к людям агрессивно или несут дурные вести, а другие, напротив, способны помочь в трудную минуту. Чаще всего блуждающие огни горят на высоте приподнятой руки человека и имеют шарообразную форму или напоминают пламя свечи, за что они и получили другое свое прозвище – свеча покойника. Цвет этого огня может быть различным, начиная от призрачного белого, голубоватого или зеленоватого и заканчивающийся живым пламенем, без образования дыма. Но блуждающие огоньки на болоте возникают не по воле потусторонних сил, а потому что разлагаются органические вещества, и воспламеняет их ядовитый газ – фосфин, точнее его побочный продукт – дифосфин. Вот и все просто. Иногда на болотах можно встретить вот такие таблички «Участок эксперимента» и огороженную территорию, на которую ступать нельзя. Это для того, чтобы изучить, насколько быстро восстанавливаются болота, восстанавливается мох. Есть на болотах ельни и хищные растения, росянка, например, которая ловит небольших насекомых. Правда, здесь она небольших размеров, но увидеть ее можно довольно-таки часто. Вот она, видите, красненькая такая. И, кстати, о плюсах отсутствия солнца. В солнечный день на кочки могут выползать болотные змеи, гадюки, чтобы погреться, и это может быть опасно. Именно поэтому на болото надевают высокие сапоги, а не потому, что боятся промочить ноги.
А здесь, по мере приближения к озерам, местность становится менее проходимой, и появились первые провалившиеся в болото. Не показываю, потому что ситуация была для человека очень стрессовая. Вот когда я провалюсь, смотрите, пожалуйста, но мне было даже интересно. Но, кстати сказать, после того, как провалишься, уже не так страшно намокнуть. Вылил воду из сапог и прыгаешь по кочкам дальше. Так что мы подошли к середине нашего пути, к озеру на болотах, в таком вот уже немного мрачноватом настроении. Вокруг, ближе к кочке, где дерево. Вот переводили, и партизаны здесь прятались. И как их надо было выкурить, бомбили болото, бомбы проваливаются и не взрываются. Тогда додумались ящички ложить. Ящичка детонация, взрыв. Вот. Ну, масштабы огромные, попробуйте даже побомбить здесь. Ну, на то время еще, да? Территория, что не было советская власть, то есть Да, работали да. сельские советы, Ну, не магазин, и немцы туда даже не боялись зайти. И вот потом, когда они окружили, вот этот прорыв Плинуса, который говорил, Да, они да. 1500 мирного населения они выводили оттуда, ну, которые уже, ну да, с потерями, с большими, но вывели тоже. Там, да. Вот уже и подсох. Это привал, да, я так понимаю, или как? Ну, они такие вот маленькие озерка. Есть огромные, как ельни, допустим. Да. Есть поменьше, вот Яждине, там, вот, Береза, Плоско. А есть Ого! такие... Я дна не могу черные, достать, девочки. черные. Отойди. А что белые это? и черные. Чё А дна вот не достать? глубина, она, понимаете, практически одинаковая. Она около 5 метров. Сразу? 4,5, 5,5. То есть стало Вот. сразу. Пиу. Она ж видите, что берег зарастает. Ну кто-то купается здесь или нет? Конечно, конечно. Здесь, там вот это. Вот. А глубина, конечно, не с берега. такая. Ого, я не достала до С дна. берега можно прыгать и Вообще, пошел. палочкой. Дмитрий Сергеевич, ты Говорит, пошел? Водяной живет. Водяной, дай палку. Оп. А чугунные? Водяной, дай палку. Природа и виды на болотах очень необычные. Это ни на что не похоже. Такое надо увидеть хотя бы раз в жизни самому. Озера очень глубокие, глубина их не всегда измерима, и берега с песком, как такового, здесь нет. Мы стоим на настиле из торфа и мха, в середине которого есть озеро. Плавать здесь можно, но нужно знать технику, как выбираться из воды. К тому же вода здесь черного цвета, похожая на крепкую заварку. Это, конечно же, из-за торфа. Рядом с озерами есть так называемые в народе трясины. Навстречу Такие приключениям. трясины больше ассоциируются с низинными болотами, а это болото верховое. Но тут тоже есть очень опасные места. Это трясина или нет? Вот озерашка, да, вот видите, вот, да, это уже заросла. Вот. Красота. Это был великолепный аттракцион. Ух ты! Это просто что наросло вот сверху. И это оно держит. Вот. А если провалюсь, то... Да не надо, выходи. Вот оно подросло. Мне все надо. Ага. И тут оно тоже, вот берег нарастает, видите? Вот. Растет, растет. И это Ну озеро да, тут зарастает. такое вот все прямо как трясина, как качается все. То есть под нами озеро, Нарост. вот этот вот нарост из травы, из мха, из всего, из корней. Очень, очень интересное ощущение. Вот здесь я конечно, тоже, по непередаваемое. примеру нашего проводника, Кому решила оставить залезть в телефон такую в случае трясину. чего Сначала в нас леса? сапогах. Конечно, ощущения непередаваемые, когда почва колышется под ногами. А потом сняла сапоги и пошла в носках, потому что сапоги однозначно можно было бы потерять. А сапоги все-таки казенные, на агроусадьбе выданные. Но ощущения непередаваемые. Во-первых, все колышется, во-вторых, еще и повышенное содержание кислорода, похожее на легкое опьянение, и есть небольшое головокружение. Дальше. Сюда в руки.
просто позыбаться, как будто на этих. Раз-раз, голову поднимите. Вас не видно. Очень, очень необычное ощущение, мне очень нравится, конечно. Главное не потерять технику. Только потеряем контент. Так. Ну что, годная штука, надо Но ехать. если рядом с проводником так делать еще можно, то на местах, где были пожары, где стоят вот такие обгорелые пеньки, так делать не рекомендуется, потому что, как я уже говорила, возможно, что если болото горело, торф выгорел, а сверху лежит мох, и можно провалиться в такую полость, и тогда уже вас никто не вытащит. Выбираться мы решили немного по другой тропинке, но от этого путь легче не стал. Вот тут, кстати, проявляется сплоченность вашего коллектива, как пел Владимир Высоцкий о горах. «Друга в горы бери, рискни, там поймешь, кто такой». То же самое можно смело отнести к болотам. Мы проверку выдержали, никто никого не бросил, подбадривали друг друга как могли и даже пели хором песни. Проводник сам удивлялся и смеялся, что такие веселые и жизнерадостные тут редкость, особенно когда заведешь их в топе. На что мы шутили, что просто мы работаем в хорошей компании. Тут, как в фильме, непередаваемая игра слов, ведь компания называется «Просто». Как потом мы с друг другом делились впечатлениями, оказывается, болот почти вокруг никто не видел. Надо было под ноги смотреть. Мы вышли на болото около 15:00 и очень хотелось вернуться до темноты. Все-таки болото не самое романтическое место, где хочется встретить закат. Поэтому, когда мы увидели деревянный настил, нашему ликованию не было предела. Ну хоть бы кто провалился, слушайте, для кадра. Это ты не... Не-не-не, она же идет нормально. Немножко пробуксовывает. Следующий там же. Скажите нам о самых необычных случаях, которые с вами здесь Давай, случались. когда выйдем, будут рассказывать. Нет, хороший момент. Сейчас уже Желательно со смертельным исходом. Да. Хочет войти? Да. Хотят девчонки водить. 5 евро. 5 евро. евро. Вот они дискотека. Пол царства за воду, да. водичка. Кстати, пить воду из озер не рекомендуется, хотя она и чистая. Не рекомендуется именно из-за птиц, поэтому могут быть всякие инфекции. А вот в таких вот маленьких лужицах вода достаточно чистая, ее можно пить, но она из-за мха сфагнума как дистиллированная, то есть ей особо не напьешься. Поэтому опытные проводники, если идут в болото, берут с собой соленый огурец, потому что здесь там натрий, калий, это соль, и это как бы облегчает, и тогда можно пить эту воду, тогда становится проще. Ну и мы делали небольшие привалы, когда уже сильно кто-то уставал, то садились, делали привал. И вот здесь, вот как я уже рассказывала, очень хорошо, что погода была не солнечная, потому что обычно на такие кочки, на которые мы садились, выползают именно гадюки и греются змеи на солнышке. Поэтому, конечно, это тоже опасно. А тут как бы все совпало, все случилось в нужное время и получилось наилучшим образом. Привет, счастливая улыбка. На этом телерепортаж перемещается, начнется с другой точки отсчета. Пока-пока, до новых встреч. Танюша на подходе. Итак, ваши впечатления? Прекрасно. Дзынь-дзынь. Говорил мой сын, понравилось? Хочешь еще? Очень. Это сильно. Как ты сапог достал. Незабываемое удовольствие. Ну, Сейчас достану. подожди. Не забываем про шампанское.
Верховое болото в Ельне самое большое не только в Беларуси, но и во всей Европе. Понравилось ли нам? Мне очень. Остальные, некоторые участники нашего коллектива смогли оценить радость прохождения не сразу, но после переосмысления и обдумывания нашего приключения все были очень довольны и счастливы. Так что место необычное, интересное и однозначно рекомендованное к посещению. Выбирайте, как вам наиболее интересно и удобно добраться. Либо с туристической фермой погулять по деревянному настилу, либо индивидуально с проводником, добравшись сюда самостоятельно. Ехать сюда даже на один день есть смысл, но при условии, что это недалеко от вас. Совсем не наш случай, поэтому мы приехали на 2 дня, так как дорога заняла бы большую часть времени. Сюда едут за тишиной и уединением. Самый удобный способ добраться до болота – личное авто. Но есть возможность добраться и общественным транспортом. Например, сначала до Миор, а дальше на пригородном автобусе до деревни Конохи. От нее до болота где-то около 1 километра. Есть маршруты, которые начинаются возле деревни Суховержье. Так что гуглите, смотрите, как вам удобнее было бы и комфортнее добраться. Ну а мы, нашей дружной компанией, теперь возвращаемся в нашу агроусадьбу. И вот тут снова полил просто ливень. В общем, болото нас пожалело, пустило к себе без дождя. И в этом было, в общем-то, счастье. Мы идем уже в агроусадьбу, нас ждет баня и приключения следующего дня. Так что не переключайтесь, как говорится, скоро новое видео о наших приключениях уже на Брославских озерах. Они здесь как раз недалеко. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!